Всем привет, ребята, с вами Кин. Сегодня был второй игровой день, мы играли против команды NIP. Было БО3. Сегодня я позвал Джейма, чтобы пообщаться, сделать какой-то обзор на игру. Как дела у тебя, брат? Дела идут полным ходом, вот выпустил видосик на YouTube канал к себе. Давай рекламу сделаем еще раз. Что? Дела идут полным ходом? Нет, твой YouTube канал. Мой YouTube канал, JM Time TV. Детка. Да. Все, давай теперь поговорим об игре. Давай, тут кринж. Да, это жестко было. Я сегодня пришел в практис, я чувствовал какая-то напряженная такая обстановочка. Ну, такие все серьезные были. Все понимали, что мы фавориты, и нам нужно на фулл фокусе прийти и разорвать, правильно? Такая рабочая атмосфера Нет, была. я не знаю. Ты же видишь, я типа как-то отдельно готовлюсь к играм. У меня свои типа ритуалы, я не вижу, то ли с настроением, но в своих мыслях. И вот я могу только видеть, как они играют на сервере, либо даже после матчевых разборов. Я могу понять, кто в каком состоянии был, кто не был, а так я в целом ничего не знаю. Мы играли против команды NIP. Хорошая команда. Очень жестко. Топ-6 мира. Топ-6 мира, да. Про нее все забыли, потому что девайс приболел, про него сейчас все забыли. Пришел игрок из Академии вроде бы, да? Ну, неплохо стреляет. Он вроде бы снайпер. Да, вот я, кстати, смотрел к себе на YouTube канал демки Монося, и Физи был Нави Академия против НИП Академии. И вот они как раз вдвоем друг с другом файтились. И вот в целом это мне помогло вот сегодняшнее. Ну, как она есть. Они пикнули карту Overpass. Удивили вас или нет? Или вы ожидали? Мы ожидали Ancient, честно говоря. Overpass. Я просто так, мы вроде все карты выигрываем, до этого ни одной карты не отдали, и тяжело нашим соперникам что-то пикать. Вообще, в целом, что они могут пикнуть? Каждая команда пикает уже, я так думаю, от того, там, где они думают, что мы слабее, и они сильнее, как-то непонятно. То есть Overpass было, мы ожидали, это, понятно, не даст, ни Vertigo был, ни Inferno, но в меньшей степени. В большей степени мы ожидали Mirage и Ancient. Ясненько. Ладно, я тебе покажу первый момент. Ты сейчас можешь сперва посмотреть, вспомнить. Постреляй. Тебе подсказали, ты сам увидел? Сам. Какой ты? Тут спас ты. Лёгкий вот. Тут я не знал, что он красный. Ты не знал, да? Не было инфы? Не, я просто Саня с ним, я пикаю с ним. Ты первый раз просто вышел, стрельнул с АВП, Да. потом достал юз. Да просто вайп, что пофиг. Да? Да, необдуманно просто пикаю, все, как на физите. Смотри, они хотели пойти на Б, вы их там остановили. Они развернулись, убили Марекса. Да. И какие-то плохие размены пошли вообще. Что там произошло? 5-3 было, да. 5-3 было, да. Так, да в целом, они, типа, у меня же, в голове не было такого, что сейчас они верят в то, что 5-3 они сейчас пойдут на закидку сделают и нормально зайдут. Это единственная команда, которая в это верит, не потому что они до этого часто этот колл делали. И мы должны были ожидать. Но в целом, так по всему миру, если посмотреть, вот этого колла не должно быть. Поэтому сыграло просто то, что от того, чего мы не играли. Ну это важный был раунд, потому что 5-4 в экономическом плане. А так вы потом их закрыли 11-4 вроде бы. Да, тут такие игры, что так. Качели, да? Да, вроде бы. Микроошибка, все по экономике просел, 8-7 пистолеткой, ты уже 10-7 проигрываешь, а как будто начинал 6-0. Бесплатная ставка 2000 рублей всем новым игрокам. В отличие от многих других предложений конкурентов, получить свою бесплатную ставку 2000 рублей вы можете без дополнительных условий. А если ваш фрибет принес вам выигрыш, вы сразу можете его вывести, обналичить выигрыш. Дерзайте. Ну тут я, конечно, запылил. Это ты побежал, да? Вандер, да? Да. Ты не ожидал второго? Не, хотя бы никнейм Хампус должен был ожидать. Не, я ожидал, но мы были 3-2. Да. И поэтому я уже, чтобы выиграть раунд, уже играл от того, что он не пушит за ним вторым. Но как только Тима убил, то есть вот там, если бы Тима убил бы раньше, мы были бы 3-1, я бы не побежал так. Ну да. А так, так получилось. Ну и Леха еще вот так, я говорю, возьмите по 250-е, их там типа просто распикаемся. А Леха говорит, блин, нет,
я возьму, мне надо на гранаты засейвить. Типа молик в очке, смог потушил, флешка. И так бы P250 был бы у него бы, Да, такой да. шальной был бы. Ты же понимаешь, если у него было бы P250, там, скорее всего, он забрал бы его. Но все это два момента с оверпаса, которые хотели бы обсудить. Ну да, значит, на оверпасе Затеров Леха красиво уже в конце отыграл. Он выходил в монстр. Да Леха вообще красиво всегда играет, поэтому... Знаешь, когда я понял, что вы их выиграете? Когда они стакнули 4Б, Да. и вы пришли, и их уничтожили вы. Помнишь, ты еще последним на девятку убил, он смог вышел? Да. Да, вот. Я тогда уже понял, что если вы против нас стакаете и не можете удержать, Не, ну да, ну а что, стакают, не стакают, там уже позиции нету. Они все отдали, и там уже заходишь на пустую планку, как будто там они только с хлопы выбегают в девятку. все хорошо, мы забрали их пик, я уже расслабился, там уже звонил домой, говорил, что мы все миллионеры, мы все выиграли. Потом следующий пик это Вертига, это наш пик. Мы вели 6-1, я думал, ну все. К нам уже подходили админы, говорили, кто будет интервью давать. Я говорю, ну сейчас выиграем, уже решим. И тут какая-то каша началась. Ну давай, начнем с первого раунда. Пистолет. Классная пистолетка была. От кого? Ну от вас. Ладно, от тебя, ты ж капитан. Спасибо. Чего у вас там в тимспике происходило? Да все спокойно. Ну, Женек там прыгает, веселится. И мы с Тимой там с третьим просто понимаем, что вот. Ну, чуть опасненько было. Да все было круто. На самом деле, там вообще, недостаточно много играли Вертига, и в этих ситуациях мы как бы слишком мало были, не те сценарии. Ну, в целом, если мы сыграем еще с ними Вертига, мне кажется, мы еще лучше сыграем. Ну, как бы, тут реально своя игра была, просто залита. Да. Просто своя игра была залита. Своя игра была залита, вот прям 100% тебе говорю. Хорошо, ладно. Но это просто Counter-Strike, тут типа убил, не убил, в Зиге дуэль 5-4, и тебя просто пушат четвером на А, и ты это знаешь, что они это делают, но... Вы вели 6-1, закончили 8-7, и тут уже нужна пистолетка. Да, ой, там тоже Да, в пистике был фейл. Потому что Леху должен был смог дать на план, а он кинул зиг. Не, он нормально все сделал. Он должен был давить со мной, наверное. Угу. Но он за зиг фанил, сказал, зиг не будет. Ну, типа, там не договорились на писте как, Мне поэтому... показалось, что Леха должен был кинуть смог на плент, и он туда не кинул. Я думаю, ладно, ну бывает. И вот это крутой момент. Сразу с промаха начинаются все мои крутые моменты. Ну, ваш последний бай был? Сейчас он шьется? Да, ты же попал. Не, прямо когда он ставил второй раз. Второй раз, мне кажется, уже нет, там уже большая стенка. Вот, я тогда уже понял, что это. А что он за цементом не остался? На стрессе. Думаешь? Да, что он вообще, ну как-то... Не думал, что я сделаю все идеально, мне кажется. Думал, у меня вместо рук картошки какие-то, я там типа... Сейчас начну как-то не знать, что делать, а я в целом, в принципе... Все, вы проиграли Вертига. Да. Мы еще могли зацепиться, но этот обидный раунд, когда они пошли на Б, ты кинул И моль. на Б пошли, и 2D-шку сделали, и еще 5 в 3 мы отняли. Да, короче, прям супер наша игра была. Да, Но я даже обсуждать его не хочу, потому что прям обидно мне было. это... И мне кажется, Леха очень сильно расстроился, когда мы Вертига проиграли. Леха, нет, ты что? Да не, шучу, просто я Леху в коридоре увидел. Че про меня разговариваешь? Я Леху в коридоре видел, я хотел, чтобы он показал свою реакцию. Я поэтому тоже сказал, не, Лень, Леха нормально, Леха Я жесткий. никогда не расстраиваюсь. Да, на камеру. Уже один момент был, расстроился, а так и нет. Ну да, как раз его на стриме и показали. Когда он так, шадан! Ударил? Он ударил, прям на стриме. Только недавно говорил, я не бью, не по слову, на ланах никогда. Знаешь, какой момент был, когда Флит подошел и кинул ему смог, Леха повернулся, и они вышли на рампах и убили его. И потом, Это тоже обидный раунд. Это обидно. Все, ладно, давай Эншит. О, и наш Эншит. И тогда Леха понял так, я тогда понял, что-то не то. Ну ладно. Третья карта Эншит, мозг, король. Знал, что это будет, что вы будете играть эту карту, и полностью переиграл. 5-3 дали? Вы в 5-3 были. А, Флит вышел, двоих убил. ой, нет. Тут Марик должен был позицию занять. Но это из-за недостаточно большого опыта. Вот как ему его встать так, чтобы он вот не понимает, что типа смотреть. Вот видишь, он типа такой дисфокус у него.
Мгм. Хотя тут надо так встать, чтобы прикрыть меня, я поставлю бомбу. Наверное, 90 доставать. Ну и все, проиграли. А там же, разве у вас не была инфа, что двое на Б? Было. Ну ты знаешь, когда... Из-за того, что... Сейчас объясню. Из-за того, что у нас есть инфа, что они там двое, Флит там распикивал, умер. Мы 4 в 3. Я с бомбой не могу перейти туда. Мне только отбивать через Т-спаун. Со мной еще Тима стоит. И у нас вот так вот отрезали двоих. И Алёха уже на Т-спауне, и мы решили типа пойти на Б, если что, типа Мари, и побежим в пончик, типа такого. То есть тут не так все просто было. А если даже мы на А пойдем, то там одна крыса может просто в бок кого-то убить и 3 в 3. Спасибо, брат, что ты гений. Спасибо. Спасибо маме, что я гений. Да, мама, спасибо. Все четко было. Бам. Марик, конечно, заполз прям в душу. Именно на Эншенте. Блин, я в этом моменте я начал переживать. Вот когда убили. Ну я еще так... И вот видишь, он на тебя вот так выходит, и вроде бы он тебе попал, я думаю, у тебя прицел. Не, меня второй был. Ну я тоже, видишь, я поближней. Тут Мгм. надо, можно было подальней. В целом. Нормально, выиграл. Что-то обычный момент клатч. Спасибо Марику, что грамотно заполз, все убил. А в клатче мог и по дальней выйти, наверное, в стенку. Как, ну, по опыту, да, надо по дальней выходить, по ближней, типа, но если бы у него был калаш, он бы просто уничтожил меня. Не, ну вы прям этому раунду очень сильно радовались, когда вы забрали. Ну, конечно, потому что на Вертиго у нас во-первых, мы до этого дали 5 в 3, Угу. и на Вертиго мы затеров поотдавали много. И не ценили преимущества, и у нас всегда были ситуации 75-80%. И поэтому уже тут третья карта, понятно, мы будем цепляться прям за любой раунд. И неважно, 6, 9, 11, 4, каждый раунд супер важный потом будет О, забирать. Тем более вы еще отдали пистолетку. Да. Ну все, ты счастлив? Вы в плей-офф? Ну, если мы займем 6 место, я не счастлив. Нет, я говорю, Так, мы прошли этот первый этап, хорошо. мы в плей-офф? Да, надо теперь готовиться к плей-офф. Угу. Ладно, спасибо тебе, можешь в конце какие-то слова нашим фанатам. Всем привет! Я знаю, что эта рубрика не собирает просмотров, поэтому те, кто смотрит эти разборы, вам респект. Вы хотите узнать, что происходит, истинные фанаты. Остальным тоже респект. Всем респект. Спасибо всем. Мало просмотров, потому что они заходят, смотрят какие-то влоги и не подписываются. Вот по этой причине мало просмотров. А так в рубрике у нас вообще топовые. Ты что, прикалываешься, что ли? Я на тебя не наезжаю, я просто хочу, чтобы они подписались. и всё. Подписывайтесь. Да. Спасибо вам большое. Я все комментарии читаю. Это Всё, что- правда, это правда. Все читают. Где вы там пишете, где вы меня хвалите, говорите, ты лучше, ты идеальный, ты мужчина, ты тигр, приятный. Ну, иногда бывает там кто-то пишет не в арене, а на арене, и все, у меня триггер какой-то. Я думаю, Побольше подкалывать атлета, чтобы он не надо, был в фокусе. не надо, наоборот поддерживать. Они в 6 или 7 против меня одного. И единственная поддержка это только от вас. Спасибо вам большое. Мы вас любим. Ну, это так наивно сказал. На самом деле. Нет. Все, пока. Все, давай, пока, да.